Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами орхидейка Эквестрис. Посмотрите, как у нее уже подросла деточка. Уже достаточно взрослая. Она уже размером примерно с мамочку. Я хочу отсоединить деточку от цветоноса и посадить в отдельную самостоятельную посадку, потому что деточка уже взрослая, у нее достаточное количество корней. Они все растущие, распукленные, с зелеными кончиками. Она должна хорошо приняться в посадку. И у мамочки появится больше сил для собственного роста, для цветения. А то сейчас она все свои силы тратит на деточку. Я протерла ножницы спиртом и аккуратненько срез я помажу зеленкой. Срез орхидейки должен подсохнуть, и можно сажать орхидею в грунт. А цветонос материнского растения я обрежу до первой живой почки. Вот почка. И после нее можно срезать цветонос и тоже помазать зеленкой или капнуть перекиси водорода на срез. Для посадки я приготовила мох, кору мелкую и кокосовое волокно. Мох необходимо увлажнить. Потому что он сухой, сыпется. Пахнет вкусно мох. Так, увлажнили. Наша орхидейка, которую мы будем сажать. Мамочка. Так, убираем в сторонку. Для этой малышки я приготовила стаканчики разного размера. Но что-то мне уже подсказывает, что левый ей подойдет больше. Сильно большой же не надо. Так. Вот в самый раз. Значит, этот мы пока убираем. Он пригодится для нашей мамочки. Мамочку я тоже сегодня хочу пересадить. Потому что после покупки я ее получила и не пересаживала. Так, на дно я положу кокосовое волокно. Кокосовое волокно нужно для аэрации, чтобы корни у орхидейки дышали и в то же время были влажные. И засыпаем кору мелкую.
В середину посадки можно добавить мха, чтобы грунт дольше оставался влажным. Так, по краям добавили мха и еще коры досыпем. У нас получается воздушная посадка, чтобы корни лучше росли и дышали. Я не утрамбовываю грунт. Так, и сверху тоже положу мох. Посадка готова. Воздушная. Веточку я буду поливать через сутки методом замачивания, чтобы грунт напитался влагой и увлажнял корни орхидеи. Давайте деточку уберем в сторонку и займемся материнским растением, которое тоже нужно пересадить. Видите, какой кривой горшочек, некрасивый. Растущие корешочки. Вот растущий корень. Сначала нужно вытащить орхидею из ее старого горшочка. Да, корни есть, но не в очень хорошем состоянии, так что здесь еще придется поработать. Так что хорошо, что я решила пересаживать эту орхидейку. Видно, в этой посадке ей было не очень хорошо. Сухие
И испорченные корни я обрежу орхидейки. Так, а сейчас нужно примерить, в какой горшочек мы посадим нашу орхидею. Так, в этот. Или в этот. Так, нам нужно пустить в посадку вот этот хороший корешочек. Сейчас я замочу орхидейку. Для того, чтобы вот этот непослушный корень стал более эластичный, я держу его в воде. Мне же нужно не сломать драгоценные корни, а пустить их в посадку. И пока орхидейка пьет, я приготовлю стаканчик, в который буду сажать орхидейку. Все-таки я решила выбрать стаканчик поменьше. На дно стаканчика постелим подушечку из кокосового волокна. Сейчас пока сюда примерим. А если будет тесновато орхидеи, то в другой горшочек. Все быстренько переложу. Это не занимает много времени. Вот наша деточка. Так, посмотрим, как здесь наши корешочки. Стали ли они более гибкими? Да, уже послушные. Уже не так страшно сломать. Давайте примерим. Да, наверное, все-таки в этот горшочек лучше посадить. Не надо слишком большой. Так, расположили орхидею по центру. Для этого нужно немножко покрутить, и корни орхидеи расположились по краю горшка. На дно можно кусочки покрупнее. Так. Под попку орхидейки можно кусочки покрупнее.
Так, и по краям засыпаем мелкую кору. По стенкам горшочка можно так же, как и у деточки, расположить мох, чтобы влага в горшке дольше сохранялась. Орхидея немного заваливается вперед, так что ее можно подпереть кусочком коры. Я добавлю немного старого грунта из прошлой посадки этой орхидейки, чтобы заселить ее же микрофлору, к которой орхидея привыкла. Тем более в старой посадке такие хорошие кусочки солита. И еще немного нового грунта сверху. И сверху положу мох. Так как это закрытая система, мох будет удерживать кору, когда я буду полностью замачивать орхидейку в воде, чтобы весь грунт не вываливался. И когда вокруг орхидейки лежит мох, у орхидеи лучше растут корни. Ну и вот что у меня получилось. Закрытая система посадки. Корешочки проглядываются, что удобно для полива. Чего не скажешь о деточке. Там я не стала шевелить корни, чтобы их не сломать.
И вот наша мамочка с деточкой, посаженные в новые посадки. Надеюсь, они быстро адаптируются, начнут наращивать корни, листья и когда-нибудь порадуют нас своим красивым цветением. Цветочки у этой орхидеи хоть и мелкие, но цветут пышной веточкой, похожей на веточку сирени. У меня эта орхидея еще ни разу не цвела в домашнем цветении, потому что она растила деточку. Вот справа у нас мамочка, а слева деточка, которая уже скоро догонит свою мамочку. Очень активно растет. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео и было полезно. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А я буду прощаться с вами, дорогие друзья. До скорой встречи, до новых видео. Пока-пока.